Всем привет! Готовим сегодня ванильный бисквит, который никогда не опадает. Бисквит получается воздушный, пористый и очень вкусный. Обязательно подписывайтесь на канал и давайте начнем. Для приготовления понадобятся яйца, мука, сахар, сливочное масло, молоко, подсолнечное масло, уксус, сода и ванильный сахар. В дежу миксера добавляю размягченное сливочное масло. Взбивать буду в планетарном миксере, но также можно и ручным миксером взбить. К маслу добавляю весь сахар и добавляю пакетик ванильного сахара. Взбиваю все вместе на средних оборотах. У меня это третья скорость из 6. До полного объединения. Когда масло и сахар объединились, добавляю все яйца. Продолжаю взбивать на средней скорости до объединения всех ингредиентов. Когда масса стала однородной, добавляю растительное масло без запаха. Продолжаю взбивать на средней скорости. Взбиваю примерно 1-2 минуты. Пока масса взбивается, в муку добавляю всю соду и хорошенько перемешиваю. Добавляю ко взбитой массе всю муку с содой. Взбиваю все вместе на средней скорости до объединения. Должно получиться густое однородное тесто. Вливаю молоко. Взбиваю еще пару минут на средних оборотах. Все ингредиенты должны объединиться. В последнюю очередь вливаю в миксер уксус и взбиваю миксером еще примерно 1-2 минуты. Вот и все, тесто готово. Получается оно довольно жидким, стекает с венчика. Для выпечки буду использовать кольцо диаметром 16 сантиметров. Дно кольца обернула фольгой. Так как кольцо у меня одно, выпекать буду в 2 этапа. Тесто делю на весах на 2 равных части. Одну часть выливаю в кольцо, а вторую часть оставлю в деже миксера и накрою ее пищевой пленкой. Кольцо немного кручу, чтобы тесто равномерно растеклось по форме. Отправляю бисквит в разогретую до 140 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой, она должна выходить полностью сухой. У меня бисквит выпекался ровно 60 минут. Даю ему немного остыть на решетке, затем освобождаю от фольги и от кольца. Оставляю бисквит до полного остывания на решетке. Таким же образом выпекаю второй бисквит. Как видите, бисквиты ничем друг от друга не отличаются, поэтому можно выпекать их поочередно. Когда бисквиты полностью остыли, оборачиваю их пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. После того, как бисквиты отлежались в холодильнике, для начала я срезаю верхнюю корочку, а затем бисквит делю на 2 равных по высоте коржа.
Я разрезаю бисквит ножом, также вы можете воспользоваться специальной струной или нитью. Вот такой красивый бисквит получается внутри. Он очень мягкий, пористый и практически не крошится. Таким же способом разрезаю второй бисквит, и у меня получится 4 коржа для тортика. В следующем видео с этим бисквитом буду собирать тортик Тропики Ваниль. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить это видео. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому рецепту и обязательно попробуйте приготовить такой бисквит. Уверена, он вам очень понравится.